Здравствуйте, меня зовут Барбара. Я из Италии. Я бы хотела поблагодарить всех россиян, которые сейчас сражаются с нацизмом. И еще я хотела бы вам сказать, что здесь у нас в Италии и во многих других частях Западной Европы очень многие поддерживают Россию. Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие друзья из России. Меня зовут Марсель Дитрих. Я родом из Германии. Я анализирую все нападки наших медиа на Российскую Федерацию, и это сейчас делают многие. Я уверяю вас, что не все немцы и европейцы в целом думают так же, как наше правительство. Многие думают как раз совершенно по-другому, и мы на вашей стороне. Спасибо вам за то, что вы сейчас делаете, за то, что вы делаете для жителей Украины и для нас тоже. Потому что то, что происходит в этой нацистской стране, просто уже нельзя было терпеть. Я желаю вашим семьям и вашим друзьям только всего самого наилучшего. И я надеюсь, что мы когда-нибудь сможем отпраздновать вместе эту большую победу. Здравствуйте, дорогие друзья. Я поляк. Я вас поздравляю с Западной Европой. Тяжелые время пришли к нам. Но когда они были легче? Эти 8 лет в Донецке я все знал. Я все видел. Я получал материалы. И я знаю, что эта борьба, это не только ваша, тоже наша. И ваша победа будет тоже нашей победой. В Европе, по всем мире. Я хочу вас поддержать моими словами. Мы будем всегда с вами. Что мне много сказать, не знаю. Вам желаю счастья и удачи и мира. Пока. Это есть ваша вера и наша вера. Ваша победа и наша победа. Здравствуйте, меня зовут Мигель Гарсес. Я с самого детства испытывал любовь к Советскому Союзу. Мне всегда нравился ваш фольклор, история, культура, литература, и я всегда болею за российских спортсменов. И я болею за них даже когда они соревнуются с испанцами. Мне было больно, когда Советский Союз распался. И в течение многих лет я надеялся, что он объединится снова, даже если и под другим названием. Например, Союз суверенных государств или Независимые государства. Поэтому меня очень обрадовало возвращение Крыма, что он снова стал российский. Я также надеюсь, что Донбасс и юг Украины снова станут русскими. Долгой жизни господину Путину и слава России, а для США и НАТО у меня только наихудшие пожелания. Привет! Это Париж. И это французский артист Франсис Лалан. Господин президент Путин, я вас прошу не путать Францию с теми, которые правят ею сегодня. Желаю вам удачи и, конечно же, всем бойцам, которые борются за мир. Здравствуйте, меня зовут Ричард Мезгер, я из Сан-Диего, Калифорния, но уже более 7 лет я живу в России. Я очень полюбил эту страну, теперь я считаю ее своим домом и планирую далее здесь жить. С началом военной операции я с большой грустью наблюдаю за русофобией на Западе, в Соединенных Штатах и в Европе. И я хотел записать это видео, чтобы выразить свою поддержку, любовь и приверженность российскому государству и народу России. Очень важно, чтобы сейчас мы были все вместе, чтобы мы были сплоченны и поддерживали наших смелых солдат, сражающихся с фашизмом и тиранией, за свободу в том числе и украинского народа.
of the Slavic people and the Ukrainian people. The Kiev government is an illegal Правительство в government. Киеве нелегитимно, потому что они пришли к власти в результате госпереворота. And I'm very proud to say that И я с гордостью говорю, что президент России рассудителен и предусмотрителен. Только человек, обладающий огромной силой и стойкостью, как у него, способен принимать такие трудные решения. Но раз мы это начали, мы должны это и закончить. Только победа. Так что, за Россию. Здравствуйте, я канадец, и я всегда любил хоккей. Здесь, в Канаде, я работаю обычным плотником. Я всегда любил хоккейные серии между Россией и Канадой, это были невероятно потрясающие серии. У меня много друзей из России, и мне очень нравится их культура. Я поддерживаю моих друзей из России и надеюсь, что этот конфликт скоро закончится. Я честно скажу, что мне не нравится вся эта конфронтация. Я поддерживаю Россию и своих российских друзей, и мой котик тоже. Нам нравится, что у нас есть такие друзья, как русские. Дорогие россияне и жители ЛДНР, передаю привет из Индии. Меня зовут доктор Сид. Я поддерживаю Россию, ЛДНР и решение Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции на Украине для уничтожения бандитов и насильников. Я гражданин Индии, но жил 8 лет в России. У меня был наставник из Донбасса, поэтому я намного в курсе, что там случилось, что там происходило последние 8 лет. Я знаю, как украинские насильники убивали невинные дети, убивали обычных граждан. Я также знаю про Алия Ангел, поэтому я сейчас это сложное время полностью поддерживаю российские войска и ДНРские милиции. Сила правды, мы победим за Россию. Здравствуйте, дорогие наши зарубежные друзья. Несмотря на то, что все мы говорим на разных языках, все ваши слова поддержки отозвались в глубине сердца. Очень приятно знать, что есть так много людей, которые поддерживают нас. Мы все это видим, нам это важно, мы это ценим. Спасибо! Спасибо большое, что вы с нами. Говорят, что мы русские редко улыбаемся. Но вы же видите, мы отличные, прекрасные ребята. Добросердечные и разумные. И всегда отвечаем добром на добро. Но у нас есть зубки. Иногда так происходит, что иначе никак. И сейчас это как раз та самая ситуация. Сейчас наша страна борется со страшным злом. Идет борьба за общечеловеческие ценности. За мир без фашизма. Мы боремся не с Украиной, а с нацизмом на Украине. 8 лет там шли непрерывные бомбежки, 1000 убитых. И это дело началось задолго до спецоперации России. Мы остановим эту кровопролитную войну, которую развязал режим Киева. Мы обязательно это сделаем. Борьба будет сложной. Но мы уже побеждали нацизм. Мы обязательно победим его еще раз. Это раковая опухоль фашизма. Вместе мы не дадим нацизму распространиться в этом мире. Россия выбрала трудный, но правильный путь. Мы видим, что вы все прекрасно понимаете. Это очень ценно. Спасибо вам за это огромное. Все ваши добрые слова слышны не только в России. Сейчас против нацизма борются не только русские. Я благодарю всех друзей России за рубежом. Всех людей из разных стран мира. Кто присылал сообщения, и всем, кто составляет эту большую антифашистскую коалицию. И тем, кто в бою, и тем, кто в тылу, и тем, кто за границей. Кто верит в силу русского духа. Мы благодарим, что вы помогаете нам в борьбе с нацизмом. Мы за правое дело, ребята, мы победим, никаких сомнений. Спасибо вам за искренние слова. Спасибо, что вы рядом с нами душой. Мы вас видим, мы слышим, и мы очень благодарны.
Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. А также не забудьте подписаться на мой телеграм и на канал на Яндекс.Дзен. Все ссылки будут в описании. Всем пока!